Итак, все фишки и советы будут разделены по главам. Например, глава для тех, кто переходит с Windows, глава для тех, кто хочет каких-то новых приколов на Маке, или для тех, кто программирует и так далее. Помимо этого, это всего лишь первая часть всех роликов про фишки и советы про macOS, потому что советов, если честно, у меня завались. Ну все, погнали к первой главе. Я сам не понаслышке знаю, насколько это тяжело перейти на Mac, когда всю жизнь пользовался Windows. На первый взгляд, системы очень похожи. Но на самом деле они абсолютно разные. И вот поэтому я, собственно, и сделал эту подборку. Так, сначала пройдемся по базе. Клавиатура и мышка. И вот с самыми базовыми вещами, которые нужны для пользования ПК, на Маке проблема. Что клавиатура, особенно на русском языке, что обычная мышка, а не которая плоская, работают на Маке отвратительно. А я вот, как вы вот можете видеть мой сетап, что у меня ноутбук стоит здесь, а покупать и плоскую мышку я точно не хочу. Это самая худшая мышь, которая может быть на всей планете. Я хотел пользоваться вот своей обычной мышью. Но тут мы сталкиваемся сразу с несколькими проблемами. Получается сразу и первый, и второй лайфхак. Итак, первое. Видите, какой плавный скролл? Раскрою вам секрет. Из коробки у Мака такого плавного скролла нет. Изначально на Маке скролл вот такой. Что это за ужас вообще? Помимо этого, он еще и в другую сторону. То есть вы крутите вниз, а у вас страничка идет вверх. Как этим пользоваться? Подумал я, когда это увидел, и начал искать решение проблемы. И пофиксить это нам поможет программа MacMouse Fix. Она поможет пофиксить вообще почти все проблемы с использованием мышки на Mac. Вот мы открыли программу, заходим, скроллим, Smoothness и ставим самый высокий. И при этом ставим галочку на Reverse Direction. После этого скролл мыши, вот, пожалуйста, становится супер плавным. То есть, как на Windows. Также мы можем настроить скорость скролла. Если мы ставим скорость скролла, как у macOS, нужно вертеть огромнейшее количество раз. Лично для меня, вот средний, это прям вот идеально. А я тут подумал, а что если мы эти приложения захотим не скачать, а как порядочные граждане все купить официально? Потому что далеко не все из показанных мной приложений доступны для покупки в рублях. В таком случае я просто предлагаю купить карту для оплаты за рубежом. А поможет нам в этом сайт xnode.ru. На данном сайте вы сможете увидеть все доступные зарубежные карты и сравнить их между собой. То здесь вы сможете увидеть, сколько стоит карта, сколько стоит обслуживание, комиссия. В обзоре каждой из карт вы сможете посмотреть, в каких сервисах 100% вы сможете произвести оплату. Или, например, посмотреть список стран, в которых эта карта точно работает. И помимо этого, естественно, вы можете почитать отзывы на тот или иной сервис. То есть кто тут вот единицу ставит, кто-то пятерки и так далее. Короче говоря, заходите, смотрите, что вам подходит больше всего, и наслаждайтесь покупками в интернете и за рубежом. А мы продолжаем дальше к видео. Номер 2. Как мы все знаем, Mac славится своими жестами. То есть мы можем там назад пойти, вперед пойти, раскрыть весь список приложений, менять рабочие столы, да? И все это в основном делается трекпадом, либо очень неудобными комбинациями кнопок на клавиатуре. Как минимум вам точно нужен зум. А как это сделать на мышке? Потому что колесико мыши мы скроллим. Тут опять нам на помощь придет тот же MacMouse Fix, и здесь мы сможем настроить все эти жесты на мышке. То есть, допустим, в моей ситуации, вот я просто скроллю, у меня происходит скролл, а если я зажму боковую кнопку мыши и заскроллю, у меня будет зум. Чтобы листать назад-вперед, я тоже зажимаю верхнюю кнопку мыши и просто листаю влево-вправо, то есть как на тачпаде. А если вдруг мне нужно сменить рабочий стол, я зажимаю нижнюю кнопку мыши и уже листаю вправо или влево. То есть все жесты вы сможете настроить в этой программе. И последняя база, впишем ее сюда же. Отключите, пожалуйста, ускорение мыши. Все, спасибо. Так, номер 3. Я вижу огромное количество людей, которые жалуются на то, что раскладка клавиатуры на Маке отвратительна. Так настройте ее. Я даже говорю о ситуации не когда вы вот такую клавиатуру используете, а так удобнее использовать даже клавиатуру, типа на Маке, на самом. Пожалуйста, зайдите в настройки, откройте настройки клавиатуры и в списке языков, пожалуйста, поставьте клавиатуру с припиской ПК. Потому что маковская раскладка отвратительная. Да, если вы вдруг не знаете, где на ПК клавиатуре точка, запятая и знак вопроса, вам будет сложно. Но если вы вдруг в курсе, пожалуйста, поставьте эту настройку, потому что точка и запятая на шестерке и семерке — это отвратительно. Номер 4. Мониторы. Это касается как подключения первого монитора, какого-нибудь Mac Mini, например, так и подключения второго монитора к MacBook. Mac славится чем? Тем, что далеко не все мониторы корректно с ним работают. И далеко не всегда выставляется корректное разрешение даже в настройках. То есть зачастую приходится чем-то жертвовать. То есть либо он герцовку некорректно выставляет, либо на максимальном разрешении
Pixelite. Тут нам на помощь придет уже другая программа. Better Display. Количество настроек в ней изначально может пугать. Но если вы новичок и просто хотите свой монитор корректно настроить под Mac, вам эти настройки вообще не нужны. Вот мы установили программу, и дальше у нас в меню панели появится как раз таки значок нашей программы. И здесь, прям как на Windows и даже больше, мы можем настроить все, что нам нужно. По стандарту, когда я свой монитор подключил к Mac, 3062 на 1282. И в дополнение к этому еще и 50 Гц. То есть да, бесспорно, картинка была четкая, но мне это нужно было полное разрешение. И вот с помощью этой программы я корректно смог выставить нативное разрешение, выставить 144 Гц обновление экрана. Вот. Если вдруг вы затрудняетесь с выбором, вы можете уже выбрать какой-то пресет, который уже вбит в программу. Можете поэкспериментировать, потому что в зависимости от дисплея, в зависимости от кабеля и от того, как Mac воспримет ваш дисплей, там могут абсолютно разные настройки выстраиваться. Вот. Эта программа вам поможет со всем этим разобраться. 5. Какая самая популярная комбинация кнопок на Windows? Естественно, Alt-Tab. И в Mac он как бы есть. То есть, если я нажму Command-Tab, в таком виде у нас присутствует Alt-Tab. Просто иконки. Согласитесь, если вы пользуетесь всегда Windows, это неудобно. Тут нам приходит на помощь программа Alt-Tab. Кстати говоря, все ссылочки, все приложения у меня в Telegram-канале. Помимо этого, там еще куча разных обзоров и лайфхаков. Изучайте, смотрите, все там есть. После скачивания этой программы нам нужно дать определенные доступы. Все эти доступы выставляются в настройках в вкладке «Приватность». Все, после того, как дали все доступы, у нас появляется меню «Настройки». И здесь мы можем настроить себе Alt-Tab как нам угодно. И в таком случае, если мы нажмем Alt-Tab, то у нас вылезает уже вот такое окно. То есть все окошки с превьюшками. И при этом мы можем открывать, закрывать приложение. Короче, сказка. Все как Windows. Тут, само собой, огромное количество настроек. Обо всех я рассказывать не буду, сами разберетесь. Номер 6. Переключение языков. Сперва мне показалось, что на Mac это сделано удобнее, чем на Windows. На Windows вам нужно нажать Shift-Alt или Shift-Ctrl, чтобы это поменять, все дела. А здесь у вас для этого сделана отдельная кнопка. Отдельная кнопка для смены языков. Это же куда удобнее. Нет, поверьте, работает это отвратительно. Просто ужасно. Она срабатывает через раз. Вот я на нее сейчас нажал. Вот, на второй раз только сработал. Почему? Непонятно. И вот когда она сработает, да, после этого переключается хорошо. Как альтернатива, в Mac есть функция переключения на Caps Lock. Чтобы активировать сам Caps, нужно удержать Caps Lock, а чтобы переключить языки, нужно быстро кликнуть на Caps Lock. И вроде это работает стабильнее. Но, увы, этот механизм глючит еще сильнее. На Caps у вас то языки переключатся несколько раз, то ты нажимаешь Caps, и у тебя переключается на русский, потом обратно на английский. Ну и опять же, тут есть тоже решение. Это супер простая программа, которую даже настраивать не надо. Называется Caps Lock Switcher. Все, что она делает, это она делает переключение языков на Caps Lock супер стабильным. То есть оно реагирует моментально, без каких-либо багов. После того, как я установил эту программу, у меня не было ни разу никаких проблем с переключением языков. И все, что вам нужно сделать, это ее скачать, установить. Вот я советую поставить запуск на старте системы, чтобы потом вообще об этом не заморачиваться. И просто отметить галочками языки, которые вы хотите переключать. Все, вам больше ничего не нужно делать. Ну и, наверное, последний совет для перебежчиков с Windows в этом ролике, в следующих роликах еще будет. Это, конечно же, управление файлами. Номер 7. У нас в Mac есть что? Есть встроенный Finder. С первого взгляда это супер минималистичный, супер простой файловый менеджер. Но на самом деле после Windows вам он просто выморозит мозги. Мало того, что у вас изначально путь не отображается здесь никакой, вы не понимаете, где вы находитесь. У вас нету команды вверх, логика расположения файлов на первое время вообще странная. А вот это как вам? И что, думаете, вот так, как вам вот такое вот расположение файлов? А самое забавное, что эти все файлы, остальные вот тут, они никак не переносятся от размера окна. Все, ты их вот так вот закрываешь, если ты открыл окошко вот так, оно откроется вот так. Да, сейчас мне напишут, что нужно нажать Clean Up, по дате создания, он все это раскидает очень удобно. Но вот опять же, вот они открылись вот так. Потом я жму опять Clean Up и делаю окошко вот так. И что, где мои файлы? Просто вынос мозга. Тут нам поможет программка под названием Bloom. Это файловый менеджер, которым будет в разы приятнее пользоваться, особенно тем, кто перешел с Windows. Здесь у нас классическое разделение на два столбца. Также у нас есть доступ к нашим остальным дискам, также мы можем ставить здесь теги, также у нас здесь есть избранные и так далее. Зачем после него пользоваться Finder, я не до конца понимаю, потому что если вы хотите, вы можете сделать такую же верстку, как Finder, если вам нравится Finder. Но здесь просто-напросто вы можете хотя бы файл создать. То есть в Finder вы этого не сможете сделать. Никак. Вот такая парочка фишек для перебежчиков с Windows. А теперь переходим к более интересному, в следующей главе.
глава ролика у нас посвящена познанию того, что уже есть в macOS. Разные рабочие столы. То есть вы буквально все можете разделить на удобные рабочие вам зоны. И многие этим почему-то не пользуются. Вам всего лишь 3 пальцами нужно свернуть вправо и налево. И я искренне не понимаю, почему многие этим не пользуются. Например, вот сейчас я перенесу рабочий стол с другого экрана. Допустим, на одном экране у меня расположено Telegram и ChatGPT. То, чем я пользуюсь каждый день. Оно у меня всегда в доступе на одном из рабочих столов. На втором рабочем столе у меня Safari с рабочей группой вкладок, разделен на 2 экрана. При таком сценарии действий я на одном экране получаю доступ всегда к работе, на другом экране у меня всегда то, к чему я получаю доступ и во время работы, и вне работы. Ну и, допустим, в третьем пространстве у меня там музыка, браузер с личными вкладками. Обычно я сюда располагаю второй Telegram. Помимо этого, на вот этом маленьком экране я обычно открываю себе Todoist, календарь, Notion, то есть такая зона продуктивности я ее называю. Ну а самая крутая фича всего этого, которой никто почему-то не пользуется, это разворот на полный экран. Вы можете поделить приложение на 2, и все, у вас рабочая зона из 2 приложений, которым ничего не мешает. Так, а что мне мешает, допустим, сделать вот так, просто к краю экрана? Так сделать тоже можно. Но есть такой момент, что если у вас какие-то дополнительные окошки будут открываться, они будут открываться здесь же, где-то находиться за фоном. Короче, не настолько удобно, когда вот у вас уже готовая рабочая зона с нужными вам приложениями, и вас ничего не отвлекает, потому что это все на полный экран. Вот. Но, опять же, из коробки эта функция работает не настолько хорошо, как хотелось бы. Что нам нужно сделать, чтобы оно работало хорошо? Мы заходим в настройки, заходим в раздел «Рабочий стол и док», перемещаемся в самый низ в пункт Mission Control и отключаем автоматическое расположение вот этих пространств, рабочих столов, в зависимости от частоты использования. Это безумно неудобно. То есть вот вы головой понимаете, где у вас должно находиться то или иное рабочее пространство. И вы начинаете туда листать, а там его уже нет. Потому что оно какими-то там неведомыми силами сместилось ближе. Дальше, если вы работаете с 2 дисплеями, обязательно ставим галочку, что дисплеи имеют разные рабочие столы. В дополнение к этим советам, еще один совет. Когда вы начнете использовать вот так рабочие столы, у вас начнется проблема с доком. У меня вот док статично находится вот на моем главном экране. Но он периодически будет скакать то туда, то сюда. И нельзя сделать как Windows, чтобы док был и там, и там. Эта проблема решается программой Dock Lock Lite. Она решает эту тупую проблему macOS, скачущий док между дисплеями. Она лочит ваш док на одном экране, который вы укажете. Все, он статично находится здесь. Такая простая программа в разы улучшает производительность и комфорт от использования системы. Далее я вам хочу посоветовать программу, которая называется Extra Dock. В чем суть? Вы можете создавать себе дополнительные доки. Будем честны, функционал базового дока Mac неплохой, но безумно ограниченный. И вот если честно, вот этот док очень сильно может вам помочь. Особенно, когда вы работаете с несколькими рабочими столами. Чего я его использую? Я, например, вывожу сюда иконки приложений, которые у меня открыты исключительно на этом рабочем столе. Ну, допустим, вот Safari у меня открыт на нескольких рабочих столах. И там, и там, и там, и там. И если я нажму на него снизу, то непонятно, куда меня приведет. Непонятно, на какой рабочий стол меня отошлет Mac. А благодаря этим иконкам я смогу спокойно переключаться между программами, которые находятся исключительно на этом рабочем столе. То есть вот, например, у меня 3 окна открыто, я между ними спокойно могу скакать, без опасений, что меня отошлет на какой-то другой экран рабочий. Такая нишевая штука, но помогает. То есть в этом приложении вы можете настроить кучу разных виджетов, добавлять свои какие-то файлы, добавлять свои какие-то приложения. Можно даже неограниченное количество доков создавать. Располагать их где угодно можно. То есть вот у меня сейчас стоит фиксированный, я могу поставить флот и перекинуть его куда угодно. И при этом он всегда будет оставаться поверх всех окон и всегда будет висеть на экране. Дополнительные доки — это, конечно, круто, но вот вдруг вы не хотите себе ставить никаких дополнительных приложений и хотите ограничиться исключительным функционалом Mac. Почему-то никто этого не делает, но на доке можно располагать свои папки. То есть вот у меня, допустим, здесь папка YouTube, скриншоты, загрузки, гид и всякое по разработке. Все это у меня закреплено в доке, потому что мне к этому постоянно нужен доступ. Но самый главный плюс в том, что это у вас будет открываться не как какая-то папка поверх, то есть это не отдельное приложение будет открываться, а по нажатию у вас открывается изначально вот такая менюшка. Но я вам рекомендую сделать вот такую менюшку. Отсюда я могу получить доступ куда мне угодно. То есть, допустим, я вот работаю в монтажке, мне супер быстро нужно взять какой-нибудь исходник. Я захожу, у меня здесь прикреплена папка YouTube, где у меня все собрано по YouTube. И, допустим, мне нужен какой-то видос из iPad. И я просто беру отсюда и его перетаскиваю. В Telegram, в Safari, куда угодно. Обычно драг-н-дропом. Мало кто это знает, мало кто об этом говорит. Пользуйтесь.
Кто-то знает, кто-то нет, но на Маке есть такая функция, которой безумно не хватает на Windows. Называется она Preview. Это вот мы нажимаем на файлик и нажимаем пробел. Какой же главный аргумент людей с Android? И быстро предпросматриваем видосик, например. Либо вот, допустим, у меня здесь хранятся обложки для видосов. Оп, нажал, тоже посмотрел. Можно даже быстренько что-нибудь простенько отредактировать. Но у этой функции есть один огромнейший минус. Если мы нажимаем просто на папку и нажимаем пробел, у нас превью толком ничего не показывает. Зачастую это очень сильно раздражает, потому что ты уже привыкаешь к тому, что ты можешь текстовый файл предпросмотреть, документ, табличку, видосик, все предпросмотреть, а папку предпросмотреть нельзя. И тут нам на помощь приходит приложение Folder Preview, который расширяет функционал встроенного превью. И это приложение позволяет, так же как и с другими файлами, просто нажать на папку и предпросмотреть, что находится в этой папке. Многие скажут, а нафиг это нужно, можно же просто открыть папку. Поверьте, это, в разы удобнее. Потому что, допустим, если вы пользуетесь вот таким вот видом папок, то таким образом предпросмотреть файлы сложновато. А так вы можете, нажать, посмотреть, что здесь находится, и все. Супер удобное, супер маленькое расширение, которое очень упрощает жизнь. Немножечко поговорим о последнем macOS. macOS Tahoe 27. Какой самый спорный пункт в этом обновлении? То, что у нас отняли лаунчпад. Кто-то скажет, что это неудобно, это что-то какой-то уже телефон какой-то, планшет. Но когда ты этим пользуешься огромное количество времени, и ты можешь там раскидать себе приложение сам по папкам, то есть проблема не в том, что это какой-то супер самый удобный вариант. Нет, проблема в том, что это принудительно отняли у всех людей, не дав альтернативы выбора. Да, вот в таком варианте в целом пользоваться тоже неплохо. Если вы часто пользуетесь Spotlight, то в целом вы даже не заметите, скорее всего, пропажи. Но все же мне хотелось вернуть возможность пользоваться лаунчпадом. Тут нам придет на помощь приложение Buho Launchpad. Надеюсь, я правильно прочитал. И все, что оно делает, это возвращает старый добрый лаунчпад, который работает точно так же. Вы можете перетаскивать приложения, вы можете их объединять в папке. Все работает как в старом добром лаунчпаде. При этом еще и с парой настроечек, где вы можете все себе настроить под ваш вкус. Да, к сожалению, по нажатию на вот эту кнопку у вас будет запускаться уже вот эта менюшка. То есть приложение не заменяет функционал уже существующий. Оно идет как дополнение. Так что те, кто привык, не отчаивайтесь, скачивайте приложение и возвращайте себе функционал. Так, теперь поговорим про менеджмент окон в macOS. Windows у нас работает как? К краю экрана продвигаем и окошко расширяет. В одном из последних обновлений macOS, не помню, там 2 что ли, или год назад где-то, эту функцию добавили и в Mac. Многих функций все равно не хватает. И тут я хотел рассказать о приложении, которое называется Rectangle Pro. Изначально это приложение как раз таки создавалось, чтобы вот этот функционал восполнить в macOS. Но так как этот функционал в систему добавили, то зачем это приложение тогда нужно? Потому что здесь есть куча других функций, которые могут быть полезны. Например, для меня самая полезная функция — это Pin Mode. Приложение делает элементарную функцию. Оно прикрепляет какое-то выбранное приложение к экрану. Все, вот к одному краю экрана. И эта фишка работает немножечко не так, как звучит, но это все равно полезно. То есть оно не оставляет окно постоянно здесь. Оно позволяет перекрывать это окно. Но если мы нажмем Reflow Pin, то все окошки аккуратненько сдвинутся левее, чтобы Telegram всегда оставался на виду, например. И звучит как что-то простое, что я сам окошки не смогу сдвинуть. Но когда у вас идет рабочий процесс, вы постоянно что-то туда-сюда двигаете, но вам вот всегда на виду нужен Telegram, эта функция очень полезная. Само собой, вы для этого можете создать отдельный шорткат на клавиатуре, чтобы это делать быстро, а не через менюшку сверху. Помимо этого, в этом приложении есть еще пара интересных функций. Например, функция Stash. Вы можете сложить какие-то окошки к краю экрана, чтобы они вот лежали немножечко за пределами экрана, но по надобности их вынуть. Как это работает? Вот, допустим, я беру Telegram и хочу сложить его в левую сторону. Я нажимаю, и оно уезжает влево. Если я захочу его достать, я просто подведу мышечку, и все, окошечко у меня досталось. Помимо этого, вы здесь можете создавать какие-то свои уже устоявшиеся лейауты окошек. Еще для чего это помогает? Я пользуюсь вот двумя экранами, и дома я работаю вот на большом экране, а когда куда-то уезжаю, работаю исключительно на ноуте. В принципе, macOS нормально адаптирует окошки отсюда сюда, но зачастую это проходит проблематично. Особенно с учетом того, что у меня вот экран широкоформатный. И создав отдельные лейауты, вы сможете между ними быстро переключаться с помощью шорткатов и быстренько себе адаптировать все под тот или иной дисплей. Короче, грубо говоря, это такой достаточно мощный менеджер окошек, в котором много что можно настроить. Ну, еще один совет, это будет сейчас в формате совета. Ни в коем случае не гайд, потому что по этой теме нужно делать прям отдельный большой видос. Пожалуйста, пользуйтесь почаще приложением команды, ну или shortcuts на английском.
Это приложение уже встроено в систему, но я посоветую еще скачать дополнительное приложение Shortery. Он упростит создание всех этих команд. В чем суть? Вы сможете себе настолько упростить рабочие процессы, что повысите свою производительность, раза в 2. По факту вы создаете такие своего рода скрипты. Допустим, представим самое простое. Я, например, хочу, чтобы каждый раз, когда у меня начинается созвон, у меня включался режим «Не беспокоить». Самое простое. Мы заходим в Shortery, жмем «Камера». Так, давайте вобьем имя какое-нибудь. Тест. Shortcut. Если у меня активируется FaceTime камера, это камера ноутбука, то у меня будет активироваться какой-то из моих шорткатов. Давайте его создадим в приложении Shortcut. Вот у меня окошко создания нового шортката. Я жму Set Focus, не беспокоить, включить. Все, мы создали шорткат, он называется Set Focus. Мы жмем, выбираем шорткат Set Focus и сохраняем. И теперь в любой момент, когда у меня будет включаться камера, у меня будет включаться режим не беспокоить. А камера у меня на ноутбуке включается только если начинаются какие-то созвоны. Это вот самое простое объяснение того, что можно сделать в этом приложении. А на самом деле вариантов, что можно сделать с приложением шорткаты, огромное количество. То есть вот, и при этом вы можете готовые шорткаты брать. Но я говорю, я сделаю на этот счет отдельное видео. Возможно, даже поделюсь какими-то своими находками. Потому что шорткатами можно делиться. Вот, допустим, я там нашел шорткат, который сможет мне показать EXIF данные какой-нибудь фотографии в галерее. Встроенного такого функционала нету. Приложение как будто здесь не нужно. Но вы выбираете фотографию, запускаете команду, и все, и у вас выводится экранчик со всеми дополнительными данными той или иной фотографии. То есть суть приложения в том, чтобы настроить автоматизацию на те сценарии действий, на которые вы не сможете это сделать через встроенное приложение команды. Люди там на Reddit что только не создают. Я по-любому на эту тему сделаю отдельное видео. Это очень интересно, это очень хочется разобрать. И, наверное, последнее, о чем я хочу рассказать в этом пункте, это про Windows. С одной стороны, мы берем Mac, чтобы пользоваться экосистемой Apple. Но иногда появляются такие потребности, при которых без Windows обойтись никак нельзя. И вот у меня возникла такая ситуация как-то раз. Я себе накатил Windows на Mac. И от того, как это реализовано, я просто охренел, если честно. Мы сейчас будем говорить про виртуалку Parallels. Вот смотрите, вот вы сидите на Mac. Как же нам перейти на Windows? Просто свайпом рабочего стола. Вот и все, вот у нас Windows. Вот так у нас Mac, а вот так у нас Windows. Все. И вот, пожалуйста, я вхожу, и вот мы в системе. То есть, хотим, мы пользуемся Mac'ом, когда нам нужно. Если нам вдруг нужна Windows, мы просто рабочий стол меняем, и вот у нас полноценный Windows. Причем также на полный экран, также с такой же четкостью пикселей. И причем рабочий стол тот же. Давайте я на рабочий стол закину какой-нибудь вот из своих Reels на Mac'е. Вот мы закидываем Reels, он переносится на рабочий стол, мы переходим в Windows, и файл появляется у нас в Windows на рабочем столе. Вот он, Reels. Все. И при этом открытые окошки в Windows, они отображаются в доке в Mac'е. И нажав на иконку в доке в Mac'е, нас перекидывает на приложение в Windows. То есть происходит полная интеграция в систему. При этом, если нам очень нужно, у нас есть весь доступ к файлам Mac'а из Windows. Так, вот мой внешний диск. Вот мой основной диск. И работает это отлично. При этом у меня виртуалка стоит на внешнем жестком диске. То есть не обязательно вам заполнять место в основной памяти. Вы можете просто накатить образ на внешний жесткий диск и спокойно пользоваться системой. То есть у вас и все фишки экосистемы Apple работают, и при этом буфер обмена общий, и рабочий стол общий, и работа с файлами и там одинаковая. Поэтому если вдруг вы не можете отвыкнуть от Windows, просто поставьте Windows на Mac. Это вообще не сложно. Ну что ж, и последняя глава, как я их пафосно называю, в которой мы не будем расширять функционал Mac'а, а пользоваться тем уже, что в него встроено. Но не совсем все об этом знают. Начнем с простого. Улучшение созвонов. Мало кто знает, но уже в сам Mac встроены очень классные средства, которые помогут улучшить вашу картинку. То есть сейчас уже в каждом приложении есть блюр на фоне, замена фона и так далее. Но в Mac'е есть еще более крутая вещь. Вот по факту моя камера сейчас выглядит вот так. Это у меня сейчас еще свет стоит, и поэтому выглядит это неплохо. И вот у нас какие есть встроенные средства на Mac'е. Например, студийный свет. Он выделяет ваше тело, назовем это так, делает его посветлее, а фон делает, наоборот, потемнее. И картинка становится намного приятнее уже сразу. Естественно, вы можете настроить себе силу студийного света. Можете вообще вот так сделать, что вы максимально высветлены. Это очень сильно улучшает картинку, очень круто.
Ну, базовый режим портрета, да, который размывает ваш фон, оставляя вас. А вот сейчас я поговорю о функции, которая мне очень нравится, которую я нигде не видел. Подсветка. То есть у вас на мониторе, я не знаю, видно или нет, я потом, если что, подсниму. У вас на мониторе появляется встроенная подсветка, как вот круговая лампа для более хорошего освещения лица. Она появляется поверх всего интерфейса экрана. Вы скажете, как это, это же неудобно, ведь это же перекрывает все приложения. В этом-то и дело, что не перекрывает, потому что то, куда вы ведете мышкой, там эта лампочка пропадает. Это очень гениальное и простое решение. Я нигде такого не видел, это очень круто. Помимо этого, вы можете повысить яркость этой штуки. По сути, это просто меняет толщину вот этой световой панели. Ну, само собой, вы можете поменять бэкграунд, но это уже есть везде, этим не удивить. Но вот что реально помогает, это режим микрофона. Стандартный режим захватывает слишком много звуков. Если вы не хотите, чтобы слишком много звуков захватывалось у вас на созвонах, вы просто ставите изоляцию звука. И звук становится чуть похуже качеством, но зато слышно исключительно вас. Вот. И самое крутое, что для этого не надо никакого софта ставить. Это все встроено в систему. Спасибо большое. Но если вдруг вам все равно недостаточно качества съемки с веб-камеры MacBook, то вы можете использовать вместо камеры iPhone. Без каких-либо проводов, без всего. Просто вот iPhone берете, ставите его куда-то вот на удобное место. И в настройках Mac просто выбираете другую камеру. То есть там у вас просто будет стоять выбор FaceTime или iPhone. Если вы жмете iPhone, то все, камера iPhone становится вашей веб-камерой. И на удивление это тоже очень удобно. Особенно, когда у вас есть какая-то подставка или штатив. Потому что качество съемки повышается в разы. На Windows я такого функционала даже не находил. Есть какие-то сторонние приложения, которые могут транслировать изображение камеры с Android. С iPhone вроде тоже можно, но там что-то качество, не такое хорошее. А плюсом к этому вы можете не только камеру iPhone использовать, а и микрофон iPhone. А он у него очень неплохой. Потому что вот сейчас я видос записываю на микрофон iPhone. В целом звук очень неплохой. Не студийный, конечно, но неплохой. Еще немножечко про экосистему. Если вдруг вам не хватает мониторов, но у вас есть iPad, вы можете подключить iPad как дополнительный экран для Mac. Без проводов, без всего. Я об этом уже рассказывал в отдельном видео про iPad, про то, как я вот свой старючий iPad в 26-м году смог реализовать. То есть я его использую как третий экранчик, который у меня стоит здесь снизу. И работает это также без всяких нареканий, как вот с камерой iPhone. То есть меня постоянно удивляет тот факт, что это все работает без проводов, и все это работает зачастую лучше, чем на Windows с проводами. И еще немножечко про экосистему. В предыдущей версии macOS ввели такой функционал, что с помощью Mac можно управлять iPhone. Или не в прошлый, или в позапрошлый. Относительно недавно. И вместе с этим добавили вообще очень много разных вещей. И уведомления с iPhone показываются, и лайв-ивенты. Это вот я не помню, как они там называются. Лайв-превью или что-то такое. Это когда, допустим, вы делаете заказ там в Яндекс.Еде или такси вызываете, у вас вот показывается в режиме реального времени виджет на экране блокировки. Он также показывается и на Mac. И при этом по нажатию на уведомление с iPhone у вас открывается прям картинка iPhone прям на Mac. И вы можете полностью ее контролировать с полным комфортом. При этом размер экранчика полностью соответствует размеру iPhone. И в каких ситуациях это удобно? Если у вас телефон, допустим, где-то далеко лежит, или вы, наоборот, во время работы не хотите брать в руки телефон, но при этом вам там нужно что-то сделать, вы можете просто нажать на иконку отзеркаливания iPhone, и у вас выведется картинка на экране. Вы что-то там быстренько сделали, зашли в приложение, что-то скопировали, потому что буфер обмена тоже общий по итогу. То есть тут на самом деле очень много сценариев действий. Это можно использовать как что-то сделал там по секрету, как будто я ничего не делаю, что-то в секрете от кого-то там кому-то написать, что-то сделать. Либо использовать вот для своего удобства, чтобы не идти за телефоном, а продолжать свой рабочий ритм. И если что, также работает там drag and drop. То есть вы сможете из Mac перетащить файл в iPhone, и он вставится в приложение в iPhone. Так, следующий совет. Пожалуйста, почаще пользуйтесь Spotlight. Не надо недооценивать эту функцию в Mac. Потому что это не просто какой-то поиск, это вот прям квинтэссенция удобности поиска по системе. Если вы не знали, то Mac жестко индексирует всю систему постоянно. И, наверное, вот вы когда там заходили посмотреть, сколько у вас памяти забито, вы всегда удивлялись, почему тут так много памяти занимают какие-то системные файлы. И все это ради того, чтобы Spotlight работал безупречно. Любой файл, любое приложение, что-то в интернете, что-то даже иногда внутри приложений, какие-то ивенты, будильники, все это можно найти через Spotlight. А в последних обновлениях Spotlight там еще и появился буфер обмена, прям встроенный в поиск. И причем он показывает, с какого приложения вы это скопировали, во сколько скопировали. И еще благодаря Spotlight я перестал пользоваться вообще калькулятором. То есть, например, 67 плюс 84 равно 51.
умножить на 34, разделить на 2, 1495. Зачем пользоваться калькулятором, когда это можно все сделать в Spotlight, непонятно. Но это чтобы вы понимали, насколько мощный данный поиск. Вот если я вобью Богдан Коннов, он производит поиск и по контактам, и по истории в Safari, и по сообщениям, и по заметкам, и даже производит поиск по фотографиям, по галерее. То есть, если вы не знали, iPhone, например, ночью, когда стоит на зарядке, он индексирует всю галерею и анализирует каждую фотографию на наличие текста. Если там есть текст, то этот текст как бы вписывается в картинку. И Spotlight, когда индексирует все файлы в вашем устройстве, будь то iPhone, будь то iPad или Mac, неважно, он видит эти фотографии и выкидывает фотографии из галереи тоже в выдачу. И не пользоваться Spotlight'ом, как по мне, на Mac'е просто глупо. Но опять же, да, из минусов индексация всех файлов отжирает знатную долю вашей памяти. И к слову о памяти. Если вы захотите почистить память на Mac'е, вы, естественно, зайдете в настройки, основные, память, и там начнете чистить. Я вам так делать абсолютно не рекомендую по одной простой причине. Местный маковский инструмент для очистки отвратителен. Он не показывает и половины того, что у вас на данный момент есть на Mac'е. Пожалуйста, поставьте сторонний клинер. Да, это я сейчас немножечко мимо головы попал, потому что это нужно какой-то отдельный софт ставить. Но это вот в тему про очистку Mac'а. Вот у меня в настройках показывается, что занято 216 гигов из 245. При этом моих файлов тут вот столько, вот чуть-чуть. Все остальное это какие-то системные данные, 100 гигов. Как я должен узнать, что это за 100 гигов, непонятно. То есть по факту из всего этого я могу почистить корзину и удалить приложения, которые мне нужны. Поэтому мы поступаем максимально просто. Я абсолютно всем советую утилиту Clean My Mac. Единственное, зайдите в настройки Clean My Mac и отключите все сторонние вспомогаторы. Потому что вот вместе с Clean My Mac идут всякие ассистенты, защита от вирусов. У вас постоянно будут сыпаться разные уведомления о том, что у вас там забито, какой-то кэш дополнительный. Будет предлагаться сканирование провести. Это все нафиг не надо, честно. Просто вот в настройках сразу моментально это выключайте и вот используйте исключительно само приложение. Я, если честно, здесь пользуюсь только двумя вещами, но в целом здесь полезно все. Самые две полезные вещи — это Smart Scan и Space Lens. Что делает Space Lens? Давайте посмотрим. Мы нажимаем просто сканировать, и после сканирования у нас выдается карта файлов нашей системы по размеру. И вот мы сразу здесь можем увидеть, что у нас сколько гигов занимает. Ну и дальше вы просто смотрите, что здесь чистить, что почистить, что нет. Самое главное, программа вам не даст удалить то, что удалять не нужно. То есть операционную систему вы снести не сможете. И дальше самое классическое сканирование системы. На всякие кэши, что-то неудаленное и так далее. Вот, например, кэш. Я чистил относительно недавно. Обычно у меня здесь 15-20 гигов забито кэша. То есть как только пройдет полное сканирование, просто жмите «Очистить», и все автоматически очистится. И вы никак не пострадаете. Это был лайфхак немножко не в тему, но очень полезный. Еще такой рекомендацион. Mac — это очень, как это назвать-то по-русски, шорткат-ориентированная операционная система, я бы так назвал. То есть здесь огромное количество вещей делается с помощью каких-то комбинаций кнопок, которые вам нужно запоминать. В основном поэтому все так минималистично на Mac'е и выглядит, потому что все настройки запрятаны очень глубоко. Вот если мы нажмем, допустим, на настройки Finder, мы увидим, что почти на каждый пункт меню у нас есть шорткат. Да, на Windows это тоже все есть, но фишка в том, что на Windows почти во всех программах это все более доступно, как будто кнопки в большинстве своем указаны в интерфейсе. На Mac'е это все запрятано вот в ту верхнюю панельку. Почти весь функционал в большинстве программ. И для новичков системы это может быть огромной проблемой. Потому что вот я, честно, очень долго искал многие вещи и не мог их найти абсолютно. Потому что думаю, ну кнопки же должны быть здесь где-то. Ну, наверное, вот здесь где-то в меню должны быть. Но их здесь нет. Здесь просто пара функций. А все остальные функции у нас хранятся здесь. Это очень неочевидно. Но если вы изучите так называемый паттерн всех этих комбинаций клавиш, вы поймете, как это все работает. То есть в основном в каждом приложении на Mac'е похожие вещи делаются одинаково. Условно там открыть новое окошко, создать новую вкладку. Почти везде комбинации клавиш очень похожие. Но смотрите, на крайний случай, что есть в Mac'е, то что в каждом приложении кнопка помощи работает. На Windows я почти никогда этим не пользовался, на Mac'е это, видимо, как-то унифицировано между всеми приложениями. У каждого приложения есть кнопка помощи. Если в этой кнопке помощи что-то вбить, то он произведет поиск по всем возможным функциям того или иного приложения. И вы нажмете на эту кнопочку, и он вам прям точечно стрелочкой покажет, в каком
пункте, где что это хранится. Особенно для меня это было удобно в приложении Pixelmator, в котором все запрятано довольно-таки глубоко. И вот, допустим, у меня базовый файл, у меня сейчас здесь панелька настроена под меня, до этого такого не было. И мне нужно было найти функцию типа починки изображения. Здесь ее не было, здесь, нужно по куче пунктов лазить, это все искать, а мы просто нажимаем на кнопку Help и пишем Repair. И вот он нам показывает, где это лежит. Tools, во вкладке Retouch и Repair. Вот и все. И так можно искать почти в любом приложении что угодно. Это вот в продолжении темы про Spotlight. Потому что в Mac'е надо искать. В Mac'е очень полезные вот эти вот поисковые строки. Типа я уже не вижу, как я пользуюсь Mac'ом без использования того же Spotlight'а или вот поиска в каждом приложении. Ну и безумно советую запоминать комбинации кнопок. Потому что, например, в том же Final Cut'е некоторые вещи, которые хочется делать быстро, к ним доступ через там 3-4 менюшки происходит. Либо нажатием одного шортката. То есть нигде вот в интерфейсе ничего это не вынесено. Вот. Я сам долго этого не хотел принимать, то что нужно учить все эти шорткаты. Но по-другому пользоваться сложно. Либо вы просто будете пользоваться дольше. Ну и еще, многие говорят, что Mac не для гейминга, да? А тогда почему у Mac'а нативная поддержка абсолютно любых геймпадов? Причем на уровне системы, то есть это вбито в настройки macOS. Вот у меня геймпад от PlayStation. Мы подключили геймпад к Mac'у, и у нас прямо в настройках Mac'а есть полноценная настройка геймпада. То есть мы можем перебиндить кнопки на любые, какие мы хотим. Мы можем изменить цвет подсветки геймпада. Мы можем отрегулировать силу вибрации и при этом создать отдельный профиль для тех или иных настроек. Я, честно, понятия не имею, нахрена они сделали такую тонкую настройку геймпада, учитывая, что игр на Mac'е кот наплакал. Но это очень круто, и это заставляет меня верить, что рано или поздно Mac превратится в игровую платформу. Вы можете даже назначить, чтобы запись экрана записывала какие-то хайлайты вашей игры. Но вот очень круто, что такое есть. Ну, вот такой вот ролик получился. Довольно-таки сумбурненько, как по мне. Но это вот такая первая попытка. На самом деле о Mac'е много еще чего можно рассказать. Это очень необъятная операционная система, для которой разработчики пилят огромное количество софта. И вот хочется рассказать буквально о всем, на это просто в ролике времени не хватит.